Друзья, всем привет! И сегодня я опять с Софой хочу рассказать о том, что может испортить массаж. Такой вопрос. Я пока буду совершать некоторые массажные движения, такие более расслабляющие, и рассказывать про то, что может помешать процедуре массажа или испортить ощущение у клиента от процедуры массажа. И как неудивительно будет это звучать, но на самом деле это не техника сама массажа, которую исполняет массажист. Самое неприятное это, конечно, когда клиенту холодно. Когда клиенту холодно, и он испытывает на массаже некомфортные ощущения. А когда клиент испытывает ощущение холода, он не может никогда расслабиться, поэтому в кабинете мастера должно быть всегда тепло и уютно. И даже если вы начинающий массажист, обязательно следите за тем, чтобы оказывать должный сервис клиенту. То есть температура помещения должна быть комфортной для клиента, даже если она не очень комфортна для мастера. Потому что мастерам бывает подчас жарко, как-то душно, но клиент на массаже расслабляется, и ему нужна более высокая температура в помещении. Или накрывайте клиента более теплыми и толстыми полотенцами. Второе, что может испортить ощущение от процедуры массажа, это, конечно, музыка. Она не должна быть ритмичной, в музыке не должно быть множество ударных каких-то элементов. Лучше, чтобы там не было вокала или был вокал, но достаточно приятный. Также ощущения от массажа могут испортить такие моменты, как задержка мастера перед сеансом массажа более чем на 15 минут, даже на 10. Лучше это проговорить, если вы задержали клиента, извиниться и объяснить причину задержки. Такой, кажется, подчас неважный момент может сыграть глобальную роль и повлиять на то, что клиент не останется в дальнейшем у такого мастера. Про себя могу сказать, что я даже пожертвую подчас техникой мастера и приду к мастеру, который работает недавно, но у него будет тепло, уютно в кабинете, он будет внутренне расположен делать массаж, то есть он будет внутренне гармоничен, не напряжен, расслаблен, и он будет включен именно в клиента, будет уделять внимание клиенту, то есть ухаживая, знаете, как мама ухаживает за своим ребенком или как многие ухаживают за своими питомцами. Именно такое ощущение любви и доверия должен мастер давать клиенту своему. И тогда можно даже начинающим мастерам, соблюдая эти правила, добиться максимальных результатов, сформировать достаточно большую клиентскую базу за короткий срок. Опять же, запах масла. Тоже можно подбирать масло для клиента определенное. Но температура, конечно, она очень сильно влияет. Я тоже недавно была на массаже, и мне первый раз я была у одного и того же мастера, и мне было достаточно тепло, потому что я была после тренировки, и как-то мне было комфортно. И второй раз мне уже было прохладно. Я замерзла под конец процедуры, и, конечно, уже второй раз я испытала от сеанса массажа не такую гармонию и комфорт, как первый раз. И всего лишь навсего это была температура помещения, температура в кабинете, которая не дала мне полностью расслабиться. То есть настолько важен каждый маленький такой вот момент в массаже,
Это настолько важно. Кажется, что это массаж — это техника. Все, технику отработал, я отличный, хороший мастер. Все удачно сложилось, я научился новым движениям, я их применил, значит, все отлично, я прогрессирую. Но на самом деле это не так. Да, в этом есть, конечно, свой прогресс, но забота о клиенте и внутреннее состояние мастера всегда они будут отражаться в работе и в востребованности мастера. И тоже такой момент, можно стараться быть каким-то там определенным человеком, стараться быть удобным для клиента, но здесь важно просто быть. Не казаться, а именно вот быть тем человеком, который будет заботиться о другом человеке, о своем клиенте во время процедуры. Что такое будет? Я отойду немножечко. Сонь, тебя покачаю. Ты немножко согрелась? Расскажи свои ощущения. Вот ты сейчас тоже замерзла. Почему я решила затронуть эту тему? Я вспомнила тоже про себя, как я ходила на массаж. Увидела, что ты замерзла, вот накрыла тебя полотенцами. Расскажи, вот некомфортное, да, ощущение, хочется поскорее, чтобы это все закончилось. И даже уже быстрее одеться. Быстрее, да, укрыться, одеться, и даже уже не обращаешь на технику, в которой работает мастер, а хочется побыстрее, конечно, уйти в комфорт в какой-то. И когда ты, конечно, приходишь на массаж, клиенты приходят, они тратят время, они тратят на это энергию свою, тратят деньги и мерзнут. Мне кажется, что это, конечно, недопустимо, что максимально должно быть комфортно. И часто я сталкивалась с таким, что мастера говорят: да нет, здесь не холодно. У тебя были такие случаи? Ты вообще часто бываешь на массажах? Я не так часто, наверное, бываю на массаже, но вот хочется, расслабления же на массаже изначально, мы же за этим идем, получить расслабление для тела, для головы. А вот действительно, когда становится прохладно, то не получается даже чисто технически расслабиться, потому что все внимание начинает переходить на то, что холодно. Да, так и есть, что если уже мастеру невыносимо, и он такой горячий массажист, то, конечно, можно попрохладнее сделать, может быть, температуру в кабинете, но тогда пользоваться термоодеялом или есть кушетки с подогревом, ну или накрывать клиента, не знаю, там ватным одеялом или из верблюжьей шерсти каким-нибудь покрывалом, которое будет очень-очень теплый и будет клиенту, конечно, давать максимальный комфорт. Очень приятное ощущение. Ну да, когда качаешь, сейчас чуть-чуть кушетку так подвину, чтобы она не стучала. И эти движения нравятся всем. Ну, редко кому не нравится. Нет, не встречала. Вот горячие камни, бывает, не заходят клиентам. Бывает креольский массаж палками бамбуковыми тоже. Кому-то нравится, но женщинам всем нравится палками. Вот, массаж, а камнями не всем заходит. А вот этот холистический массаж, такие покачивания, они нравятся всем, потому что, конечно, это для нервной системы кайф. Многие скажут: ну вот, это вообще поглаживание, массаж не сильный. Но с этих движений можно начинать массаж, чтобы расслабить клиента.
Не обязательно растрясать кушетку, быстро двигаться, чтобы делать глубокий, болезненный такой достаточно массаж. Чем мы медленнее делаем, тем глубже проработка и тем больнее. А когда вот эти вот быстрые движения, поступательные, для нервной системы это не расслабление. И опять же, глубокую проработку тяжело дать, когда движения быстрые. То есть возбуждение нервной системы, и подчас они быстрые и болезненные. И выработка адреналина, опять же. То есть это некомфортно. Можно делать больно, глубоко, и потом делать релакс движение, потом опять достаточно сильное движение, чтобы дать клиенту отдохнуть. Это тоже в любой методике можно применять, какой бы вы ни владели, то есть чередование движений, сильного движения, слабого движения. Но все они все равно, я считаю, должны быть достаточно медленными, чтобы быть комфортными для клиента. Такой сегодня у нас комфортный выпуск получился. Про холод и тепло, про расслабление. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, переходите на мой сайт «Курсы массажа» Ольги Бугановой и приобретайте онлайн-обучение. Становитесь продвинутыми мастерами. Онлайн-уроки очень доступны, там все ясно объясняю, доступно. Вы всегда можете потом вопросы после обучения задать. Я отвечу вам на все вопросы, которые будут возникать. Но на самом деле они редко возникают. Всегда на связи. Все, пока, ставьте лайки. До встречи.